Добрый день! Я решил записывать короткие видео, и это видео я назвал «Мои инсайты и наблюдения в медитации», либо то, что происходит после медитации, основаны на моем личном опыте, что я проживаю, что я чувствую, какой у меня инсайт появился. Я думаю, даже, может, я эти видео вообще для себя записываю. И тема именно этого конкретного видео — это уловки ума. И чуть попозже я расскажу более подробно, с какой уловкой ума я столкнулся во время медитации. Еще также хотел сказать то, что я уже более 5 лет изучаю, как работает наш мозг. Я думаю, многие вы знаете, то, что основные принципы. Первое, что наш мозг постоянно выбирает какие-либо действия, либо решения, которые идет по пути наименьшего сопротивления. То есть он не любит сложные задачи. Ему чем проще, тем лучше. Также мы прекрасно знаем то, что наша психика нас постоянно оберегает, защищает. Ну, то есть что-то, что нам не нравится, что мы не признаем, сразу же в это не вовлекается. Это все просто имеет отношение именно к уловкам ума, про которые я буду говорить. Также там наши паттерны поведения, наше детство очень сильно, наш опыт, который мы прожили до этого, очень сильно влияет на нашу жизнь, на наши мысли, чувства, эмоции, на поведение здесь, сейчас, либо в будущем. Это просто про работу мозга. И то, что там мозгу самое главное — сохранить энергию, не делать ничего трудозатратного. Это вот про мозг. А вот теперь вернемся к теме. Тот инсайт, который, я прям скажу то, что это инсайт для меня был. Я много раз слышал про уловки ума. То, что часто так бывает, допустим, там, не знаю, зрительная какая-либо иллюзия. Вот мы что-то видим, и нам кажется, ага, это дом, там, или еще что-нибудь. Сейчас такой, может, неудачный пример привел. Но на самом деле это какой-то другой объект, и наш мозг уже, наше зрение достроило уже картинку, и нам кажется, что это, допустим, дом. На самом деле это там что-то другое, если мы смотрим, допустим, вдаль, там, и так далее. Ладно, вернемся все-таки к моему инсайту. Дело в том, что мы вчера ездили к знакомым, сейчас находимся в Красноярске с женой, мы вчера ездили к знакомым на дачу, и я утром вчера медитировал на природе. То есть там лес, тайга, я сел под елочку и начал медитировать. Первое, что хотел сказать, то, что я обычно медитирую на коврике, что-то подкладываю под попу, там, подушку для медитации, либо еще что-нибудь сворачиваю, там, какое-нибудь одеяло. То есть у меня удобное положение. Вчера я именно медитировал, просто сел на землю, и у меня ноги, были примерно в таком положении. Я не профессиональный йог, я не могу сидеть полностью в позе лотоса, полулотоса. В общем, вчера вот у меня ноги были вот в таком вот положении. И в процессе медитации, наверное, через 5 минут уже медитации, я начал ощущать и чувствовать, как у меня дрожат коленки, потому что неудобно сидеть. Но мы знаем, что медитация — это вообще расслабление, это наблюдение. И я понимаю то, что, у меня уже 5 минут дрожат коленки, там 8 минут дрожат коленки, то есть какая-то дрожь. И я начинаю наблюдать, и я начинаю растождествляться с этой дрожью. То есть, что я имею в виду? Я понимал в тот момент, я ощущал то, что да, у меня есть коленки, они дрожат, мне неудобно, я чувствую дискомфорт. То есть, осознать — это одно, а вот растождествиться с этим действием — это совершенно другое. Это очень такая глубокая работа. И, наверное, минуте, там, не знаю, это я сейчас условно говорю, я, конечно, там, я не считал по таймеру, через сколько это было, и не знаю, минут, мне кажется, на 10-й у меня получилось растождествиться с этой дрожью. То есть, я это принял, ощутил, распознал и отпустил. И через 10 минут, наверное, уже коленки перестали дрожать. И мне стало комфортно, мне стало вольготно. То есть, естественно, там физически ничего не произошло. Я не поменял позу, я там не сел поудобнее, не что-то подложил там под попу или еще что-нибудь. Коленки как были в этом положении, так они и остались в этом пространственном положении. Но мое отношение и мое растождествление оказало большое влияние, то, что они просто перестали дрожать. Это очень-очень сложно. Вот я сейчас пытаюсь вам это объяснить. То есть осознать мы можем, а растождествиться — это гораздо тяжелее. И у меня это вчера получилось. И вторая уловка ума, которая вчера была, это просто вообще интересная. Дело в том, что, опять сейчас немножко издалека зайду, я медитировал в разных местах, в разное время. Что я имею в виду? Допустим, там мы жили на Бали полгода, то есть там комары, муравьи, насекомые по тебе ползают. К этому я относился нормально, и тут ничего такого нет. Там, не знаю, в Сибири много раз медитировал, в тайге, где-нибудь на природе там. То есть постоянно есть какая-то живность, либо там дома, опять же, живности нет. То есть это совершенно разные постоянно медитации. И вот вчера, когда я сел под эту елку в Сибири, уже, наверное, как мне кажется, по ощущению, опять же, я не смотрел время, мне кажется, уже прошло минут 15, и я чувствую то, что, опять же, я чувствую, у меня глаза закрыты, я глаза во время медитации все время закрываю, никогда их не открываю. И вот сейчас такая вот, как сказать, будет история. И я чувствую то, что на меня сел комар, и он начинает пить мою кровь. Мне кажется, я уже даже слышал, как он летит, этот комар там, сел, начинает меня кусать, начинает пить мою кровь, я испытываю боль, я уже это все представляю. Я, как всегда, вспоминаю то, что даже, не вспоминаю, там сразу же такие
минутные мысли, то что, ну что комар, ну ладно, попьет он кровь, я же от этого не умру, это просто ощущение, то что комар у тебя пьет кровь. Да, это возможно неприятно, кому-то это приятно, там все люди разные, но это всего лишь ощущение, и как мы реагируем на это ощущение. Ну то есть, допустим, если бы это был какой-то романтический вечер, там, не знаю, у меня с женой, и жена бы мне там кисточкой водила по руке, это были бы приятные ощущения. А если я знаю, что это комар, и у меня сразу такие неприятные, негативные ощущения от этого. Ну, в общем, вот я чувствую в процессе медитации, то, что комар у меня пьет кровь, мне уже больно просто капец. Я думаю, ну гребаный комар, там уже, его там уже проклял. Ну, я терплю, я понимаю, что это ощущение, я даже не терплю, а пытаюсь растождествиться, так же, как с коленями, с дрожью. Потом я чувствую, как какое-то насекомое ползет у меня вот здесь вот, и начинает меня кусать, и начинает мне прям как будто бы там, не знаю, выдирать, прям, не знаю, резать кожу, это может быть овод, там, не знаю, какой-нибудь там гипермуравей, какой-то мутант. Не знаю, кто это в моем уме, воображении. Мой ум мне подбрасывает различные идеи, что это за монстр, который вот я прям, по ощущениям, он прям, ну, режет кожу, тут уже, мне кажется, уже кровь там, уже просто невыносимо больно. И этот комар пьет кровь, и тут какое-то непонятное насекомое, животное или кто это, прям боль невыносимая. И вот уже я пытаюсь с этим растождествиться, и потом я начинаю ловить себя на мысли. Вот у меня глаза закрыты, и я думаю, блин, а это не ум ли со мной сейчас играет? А если по-настоящему сейчас этот комар и вот это вот насекомое, которое мне очень сильно мешает, а я уже столько мысленной энергии и внутреннего внимания и фокусировки направил сюда и сюда, я думаю, это игра ума или нет? И мне уже интересно становится. А тут боль все больше, больше и больше, ну прям уже невыносимо. Вот там чуть ли уже не слезы идут уже на глазах. Ну, то есть медитация была такая интересная. И на 19-й минуте я открываю глаза, просто передо мной был телефон и там таймер. Я смотрю сразу же 19 минута и сразу же взгляд перевожу сюда и на руку. И я смотрю, а тут никого нету. Ни тут, ни тут. Ни тут никаких комаров, ни следов от комара, никто у меня тут кровь не пил, тут у меня никто не ползал. И естественно, в эту секунду, как только вот я поставил, я просто, как сказать, я смотрел в ту сторону, у меня телефон лежал там, я увидел таймер, 19 минут прошло, я моментально взгляд там сюда перевел, сюда, никого нету. И в эту секунду, естественно, вся боль исчезла, ничего этого нету, всех этих ощущений. То есть до этого, там 10 или 15 минут, я мучился, мне казалось, что тут у меня комар уже выпил литр крови, тут какое-то насекомое разрезало мне кожу. Это же игра ума, а никого не было. Это все я представил, это все я вообразил, это даже не я, а мой ум мне это все подкинул. Моя психика пыталась меня защитить, меня оберечь. Оберегала меня от чего-либо. Ну, в общем, это просто вот, ну, крутая была медитация. Первое, это опыт именно с коленями, растождествление. У меня получилось наблюдать за дрожью в коленях и с ними растождествиться с этой дрожью. А вот именно с комаром, с этим насекомым не получилось, и я не выдержал, открыл глаза, а этого ничего не было. Это была игра нашего ума. И ум мне подкидывал и воображал то, чего не было на самом деле. В общем, вот такой вот инсайт. И я, наверное, буду записывать вот такие вот видео, мои наблюдения, мои инсайты, основанные на моем личном опыте. Ну, что мне лично было интересно и что было крутого в медитации. В общем, спасибо большое, что послушали, посмотрели. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Всего доброго, до свидания.